В этом ролике мы с вами посмотрим на две вот такие миниатюрные акустические системы от фирмы Behringer. Aeroport MPA на 100 Вт и на 200 Вт. Но забегая немножко вперед, я скажу, что мы будем не только смотреть, но и слушать. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Давай запишем», где мы с вами говорим о про-аудио. Как уже ясно из названия, одна версия выдает 100 Вт по усилению, вторая выдает в 2 раза больше. Отличаются они не только строением короба, но и драйвером, который использован внутри. Здесь у нас 6-дюймовый драйвер, здесь у нас 8-дюймовый среднечастотный драйвер. Помимо драйверов и помимо корпуса есть отличия в управлении, причем довольно большие. Давайте рассмотрим все по порядку и начнем с младшей модели. Итак, сзади у нас расположен настоящий, что ни на есть, микшерный пульт, который вмонтирован прямо в корпус этой колонки. Он на самом деле 4-канальный, потому что за воспроизведение плеера отвечает сразу 2, это стереоканал. Здесь у нас есть 2 канала моно, усиление к ним. Сюда можно подключить и микрофоны, и инструменты, благо комбо-входы в наличии. Также следующий двойной стереоканал — это канал под воспроизведение всякой музыки, как по проводу, так и с помощью подключения всего этого дела по Bluetooth. Да, сюда по Bluetooth можно подключать внешние устройства и воспроизводить с них музыку, что очень интересно. Опять же, этот канал в стерео. Далее, что вот это вот за USB-разъем такой? Может, сюда можно вставить флешку? Ну, почти флешку, друзья. Фирменную флешку от Behringer сюда можно ставить. Давайте я покажу, чтобы вам было лучше видно. Вы берете ее, вставляете, к слову, она идет в комплекте, и в комплекте идет вот такой вокальный микрофон от фирмы Behringer. И автоматически этот микрофон определяется и заходит у вас на первую линеечку. То есть, говоря в него и крутя усиление громкости первой линейки, вы регулируете звук вот этого самого микрофона. Вы можете докупить второй такой же микрофон и занять им уже вторую линеечку. То есть у вас будет работать сразу 2 беспроводных микрофона вместе с этим самым комплектом. Давайте я все выну, чтобы нам не мешало, ничего не закрывало, и пойдем с вами дальше. Далее у нас идет эквализация. Настройка. Тут всего 2 настройки: положение для музыки и положение для речи. Это опять же срез частот, который будет вам полезен при настройке колонки для тех или иных мероприятий. Общая громкость, само собой разумеется, и здесь индикация заряда, потому что здесь в корпусе есть аккумулятор, как заявляет производитель, на 20 часов. Все это дело заряжается у вас от розетки, вам просто нужно поставить колонку, подключить ее к розетке, она начнет заряжаться, и уже следить нужно, естественно, за индикацией, за зарядом. Здесь есть отметка Full, когда она загорится, значит, комплект готов к работе. Теперь рассмотрим старшую модель. Вместо того, что мы видели до этого, здесь есть экранчик. В большинстве случаев, и это как раз-таки случай, который входит в это самое большинство, это означает то, что здесь есть DSP-процессор. Посмотрим чуть-чуть попозже. Сначала переместимся вниз. Тут у нас есть также 2 канала для инструментов или для микрофонов. Также можно ставить фирменную флешку-приемник от Behringer и получить сигнал с 2 беспроводных микрофонов. Один микрофон уже, кстати, идет в комплекте и здесь. Разъем для подключения плеера по проводу, маленький джек. Кстати, подключение по Bluetooth здесь идет через вот этот самый мини-терминал, я его так назову. На другой колонке все это делается с помощью кнопочки, которая вынесена наверх корпуса. И здесь еще есть выход. Это, я думаю, можно назвать DI-разъем, к которому можно подключиться XLR и, например, подключиться к другой колонке по проводу. Но это, наверное, не совсем нужно. Почему? Чуть-чуть попозже. Перейдем к DSP. Нас интересует в первую очередь вот 2 эти кнопки. Они, собственно, отвечают за 2 меню с настройками. Ну, во-первых, громкость общая вынесена на этом джоге. Плюс он еще нажимается. То есть какую-то функцию выбираем с помощью него. Оп, нажали. Оп, нажали. Меняем параметры. Например, сейчас мы с вами находимся в настройке громкости всех каналов. Первый канал, второй канал, MP3 и отдельно Bluetooth. Нажали, скорректировали, вышли. Также вышли. Это, собственно, входы. Эквалайзер. Значит, здесь можно настроить 3-полосную эквализацию. Добавить и срезать. Срезать 10 дБ,
добавить также 10 дБ. Туда и туда. Вернемся назад. Давайте выставим нолики, чтобы было красиво. Так, и здесь тоже нолик. Угу. Выходим. И третье — это режимы. Это как раз пресеты от Clark Technic, которые позволят изменить звучание этой колонки. Мы их с вами обязательно послушаем чуть-чуть попозже. Музыка, живой концерт, речь и клуб. Вот, ущучили. И дальше у нас идет вот такая настройка. Тут есть Bluetooth. Здесь можно подключить устройство. Здесь можно залинковать колоночку. Точно такую же колоночку. Если у вас есть вторая такая колонка, вам не нужно тянуть провод от одной ко второй. Вы можете просто залинковать их в стерео и наслаждаться прекрасным стереозвуком без лишних проводов. Это очень круто. Так, настройки. Настройки свет, контраст, ну, собственно, неинтересно. И общая информация по модели и версии прошивочки. Кому-то на самом деле могло показаться, что здесь управление намного сложнее и оно более недоступное, чем здесь. Есть какие-то менюшки, одна крутилка на все настройки, хотя здесь все разнесено на свои курбели. Именно для этого ребята из Behringer сделали приложуху, в которую давайте и залезем. Я уже подключил колонку вот сюда по Bluetooth. Никаких сложностей возникнуть не должно было. Просто заходите в настройки и, знаете, как наушники беспроводные по Bluetooth, точно так же и подключайте. И, собственно, вот что мы с вами получаем. Теперь, внимание, как говорится, на экран. Я делаю громче. И я делаю тише. Я начинаю добавлять высоких на эквалайзере и убирать низкие колонки, я не прикасаюсь при этом. И это круто, друзья. То есть здесь все есть просто вот в шаговой доступности, грубо говоря. И даже те же самые пресеты, я сейчас попереключаю, вы их можете назначать из этого приложения. Самое главное, просто не забудьте скачать это приложение. Как оно называется, написано в официальной инструкции, которая идет в комплекте. И, собственно, можно зажигать. Каких-то проблем с этим я не вижу. Сейчас давайте устроим небольшой референсный тест. У нас будет трек, его сухое звучание, ну, так как он звучит на самом деле, я запущу вам, а потом мы будем его слушать уже через колонку. Будем все это дело снимать с помощью нашего Льюита и будем переключать DSP-настройки с различной эквализацией под различные задачи. Послушайте и, кстати, не забудьте в комментариях написать, какой вариант вам пришелся по душе больше. Ну что, поехали? Итак, в нашей студии произошли небольшие изменения, а это значит, что настало время тестов и настало время послушать вот эту колоночку в работе. Помогать нам будут два музыканта, которые будут играть на гитаре, а также петь в этот самый микрофон, который, кстати, идет в комплекте. Звук записывать мы будем с помощью микрофона Lute. Мы в FOP-Music признали его референсным, и теперь всякие тесты, которые касаются колонок, мониторов и так далее, мы делаем с помощью вот этого самого микрофона. Направленность у него кардиоидная, никаких срезов, никаких аттенюаторов, все чистенькое и, собственно, как и есть. Господа, передаю вам слово. Na 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 na. Память уже не жалит, мысли не бьют по рукам.
тебя провожаю к другим берегам, берегам. Ты перелетная птица, счастье ищешь в пути. Приходишь, чтобы проститься и снова уйти, снова уйти. Летний дождь, начался сегодня рано. Летний дождь, моей души он моет раны. Мы погрустим с ним вдвоем у слепого окна. Летний дождь, шепчет мне легко и просто, что придешь, ты придешь, но будет поздно. Не своевременность, вечная драма, где есть он и она, он и она, он и она. На-на-на-на. Такие акустические системы отлично вам подойдут, если вы музыкант, который выступает, допустим, на улице, потому что, напомню, здесь есть и тут аккумуляторы, которые держат все это дело на плаву до 20 часов. Также и каким-то, ну не знаю, мелким спикером, возможно, людям, которые занимаются лекториями, потому что с голосом эти малышки также отлично умеют работать. Ну а что вы думаете по поводу этих акустических систем? Свои отзывы и комментарии пишите внизу, в комментариях «Тавтология». Ставьте лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями, ведь впереди много нового, интересного и, конечно же, из мира про аудио на канале «Давай запишем». Всем пока. Господа, передаю слово вам. Короче, три, это нафиг. Так, Леша из будущего, сотри это, пожалуйста. Все хорошо. Это должно было случиться.